Одно из моих первых слов, которое я услышала здесь, в Нидерландах и Германии, было слово «шпарен». Оно звучит одинаково как в немецком языке, так и голландском. Я долгое время не понимала, шпарен для чего, зачем? Зачем загонять себя в стресс? Экономить на себе? А у некоторых здесь доходит, вы знаете, до экстрема, поверьте мне. А потом я поняла, шпарен можно смело назвать отличительной особенностью национального характера голландца. Эта черта присутствует у всех, запомните это. Кстати, не только голландцев, но и немцев. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, а разве было у нас шпарен экономить в повседневной жизни в Советском Союзе, в постсоветском пространстве? Я спрашиваю маму, а она говорит, никогда. Ну, может быть, откладывали 10 рублей на отпуск, либо на сапоги, на мебель. Но так, чтобы шпарен. Только с годами я поняла, что мы два разных мира. И я себя спросила, а что нужно сделать для синтеза этих двух миров? И я поняла тогда, чтобы влиться в культуру этой страны, чтобы понять менталитет людей, нужно, знаете, как вот машине плавно въехать на парковку под названием шпарен. Запомните это. Я помню, еще в школьные годы у нас в доме жила соседка, пожилая женщина. Мы жили тогда на Кутузовском проспекте. И вы знаете, каждый раз, когда я ее встречала, она всегда была с сумочкой, с авоськой. Всегда была такая энергичная, с улыбкой. Когда я ее приветствовала и говорила «Здравствуйте, как дела?», а она всегда отвечала «Ах, Мусик-дорогусик, волка ноги кормят». Вот так я тогда познакомилась с этой русской пословицей. И она часто угощала меня то мишкой косолапым, то белочкой, то грушей зимой или мандаринкой. И вы знаете, вот этот запах мандарин я до сих пор помню. Она была на пенсии, но она подрабатывала домработницей в семье юристов либо у цыковских работников. В те годы нигде ничего не было, но вы знаете, у нее всегда что-то было при себе вкусненькое. А вот я спросила своего мужа, а есть ли аналог русской пословицы «волка ноги кормят» в голландском языке? И он надолго задумался. И так ответа я от него не получила. И первое, что он сказал, он помнит, что его мама с 9 детьми, отец, правда, работал, жила на Киндерхелл, детские деньги. Здесь раньше тоже были тяжелые времена, и если вы думаете, что благосостояние здесь было всегда, вы очень глубоко ошибаетесь. В XVII веке Нидерланды были, пожалуй, самой богатой страной в мире. Процветание связано прежде всего с Индией, с торговлей пряностями Объединенной Ост-Индийской компании. Голландская эпоха, Золотой век, может быть, вы об этом когда-то слышали. Ну а я же приглашаю вас сегодня в интересное путешествие под названием «Волка ноги кормят». Итак, поехали! Я приглашаю вас на баттл Германия-Нидерланды. Посмотрим, где выгоднее, какие акции, какие рабаты, кортинги, бонусы предлагают нам магазины Lidl, Aldi в Германии и в Нидерландах. И где же выгоднее?
Я сегодня в Лиделе. Давайте посмотрим в Лиделе в Нидерландах, что нам он предлагает. Вот такие цены. Сравнивайте со своими странами. Вот мандарины 1,49. Это дешево. Апельсины у меня есть. Вот помидорчики. Но помидоры обычно в Германии дешевле. Огурцы. Шампиньоны. Шампиньоны не ем. Но с шампиньонами у меня связана одна очень интересная история. Но я вам ее расскажу отдельно. Ой, шампиньоны. Вот здесь уже готовая картошечка. Ее на сковородку и готово. Такую не покупаю, не люблю. Она уже отварная, полуотварная. Но люди берут с удовольствием. Она, правда, вкусная. Я ее пару раз брала, пробовала, она вкусная. Вот такие цены. Сравнивайте со своими странами. Вот все порезанное. У кого нет времени, конечно, может быть удобно. Ну, не знаю, лучше готовую купить капусту и самой порезать. Вот даже для фрита готовая. Но у меня фритом занимается муж. Вот кто любит кукурузу. Вот, смотрите, какая хорошая кукуруза. Откуда она у нас? Сенегал. Окей. А вот это отварная. У меня мама ее очень любит. Вот это отварная, а это сырая. Из Сенегала. Лучок. Чесночок. Картошечка. Картофель килограмм у нас стоит 1,33. 1,33 картошечка. Это дорого, в Германии дешевле. Но я покупаю у фермеров. Ну, за шоколадом, конечно, надо ехать в Германию. Здесь выбор очень скудный, очень скудный. В Нидерландах и дороже. Все дороже. Вот эти сыры мне больше нравятся. Вот этот с томатом очень вкусный. Вот ветчина голландская за 100 грамм. Евро 10, евро 33, евро 79. Цены разные. Смотрите. Вот этот шпек-блокес. Голландцы любят, знаете, его пережаривают, потом туда бьют яйца и с макаронами это все мешают. Он такой прикопченный, этот шпек. Но кто любит, кто любит. Либо вот порезанные хам-блоки, знаете, отваривают просто макарончики, и туда вот эти готовы. И все. Это вот знаменитая колбаска голландская. Ее отваривают и картошечки едят. Не люблю. Здесь вот опять у нас сыр. Это упаковки фабричные. Тот вот, который я брала, другой сыр фермеров. Мне он больше нравится, чем вот этот. Ну вот цена получается, смотрите, какие здесь цены. 9,73, 9,99 килограмм. В Германии на 2 евро дешевле. Один и тот же производитель. Торговая марка Милбона. Но 2 евро переплачиваем.
Даже Lidl стал продавать искусственные цветы. Раньше такого не было. Ну, не знаю, может быть, люди пользуются, нравится. Не знаю. Вот смотрите, сколько они стоят. 10 евро. Сейчас многие занимаются спортом дома, потому что абонемент в спортшколу дороже стал. И вот у меня сосед, он дома, смотрю, гири вот такие таскает по саду только так. Ни в какие спортшколы не ходят. Так, здесь airfryer. Ну, окей, у нас был, мы его отдали. Пользуемся другой обычной фритюрницей на масле. Мне нравится фрит на масле. Но это у меня муж специалист. Вот для любителей попкорна, для домашнего биоскопа. Здесь у нас орешки на вечер. Вот такой королевский микс. 2,19 €. Сделала закупочку в Lidl в Нидерландах. Вот 2 ветчины, сыр, 2 сыра, сыр с томатами, с оливками. Такой намазка сыр. Это у нас чернослив, орешки к вечеру, мандаринчики, груши бесплатно. Сейчас тоже в Нидерландах практикуют такую же систему, как в Lidl в Германии. Вот там крутится такая крутилка, и вот у меня груши выпали. Это рисовые такие кружочки, я их употребляю, знаете, вместо печенья. И бесходит, как это сказать, сухарики, да, сухарики. И вот хлеб. И вот это все я заплатила 27 евро 80 центов. Все. Что купила? Ничего. Ну, вы знаете, я замечаю, что сейчас у нас в Нидерландах больше стало немцев. Видимо, в Германии дороже. Ну, посмотрю, проедусь, посмотрю. Вот сравнивайте со своими ценами. Дешево, дорого. Как у вас? Только что была в Lidl, смотрите, вот купила на 44 евро. А что купила, сама не знаю. 4 вот хлеба, кофе, окей, 2 пачки вот кофе, мандарины, апельсины, 5 круассанов, вот геркулес, как его сказать, забыла, слива, чернослив, вот 3 сыра, яблоки и все. И вот это вот, смотрите, 44 евро 26 копеек. Ну, правда, хлеб, вот акция 2 евро 19 на евро 59. И круассаны 5 штучек за евро. Это дешево, конечно. Яблоки 99 килограмм. Мандарины 2,39. Там, наверное, килограмм или сколько? Да, килограмм. Апельсинчики. Да, 2,99 нормальная цена, минус евро 20. 1,79. Ну и вот сыр. 44 евро. Все. Что купила? И вот смотрите, ни мяса, ничего нет. Кстати, а знаете ли вы, что в Нидерландах самые высокие штрафы на дорогах в Европе? Мой новый ролик «Что важно знать в Нидерландах» в 2025 году о новых штрафах на дорогах в Нидерландах. Проехали на красный свет — штраф 310 евро. Неправильная парковка — 120. Превысили скорость на 37 километров — 510 евро штраф. Об этом в моем ролике. Сегодня мы делаем вместе с вами закупки. Вот сначала наша первая остановка Aldi.
Потом я хочу вот туда, в Lidl. И вот там за рекламой не видно магазин. Магазин, вот там, видите, вот дальше. Сейчас я отойду. Вот магазин ДМ. Посмотрим, что они нам предлагают. Как вы видите, сами яблоки. Мандаринчики 1,89. Да, яблоки 1,55. Вот клубника 2,99. Но она зеленоватая. Да, конечно, еще рановато. Черника. Вот кто любит. 5,98 килограмм. Так, салатик. Ой, они какие большие, конечно, бананы. И зеленые, зеленые. Вы посмотрите, какие зеленые. Как вот раньше были, знаете, в Советском Союзе по 2 рубля. Вот это вот прям мне напомнили. 2 рубля бананы. Советские. Ой, вот посмотрите, какие громадные. Вот лимончики 99. Это хорошая цена. Чеснок 99. Вот он в Германии намного дешевле. Он дешевле. Он дешевле здесь, да. Картофель тоже дешевле. Вот свекла, конечно, это дорого. Одна штучка 79 центов. У нас килограмм стоит евро 25 или 29. Да. Так что нет, это дорого. Так, любимые орехи для моего мужа. Ну что, надо же взять, конечно же. Паприка 1,89. Вот это вот спец-паприка, она вкусная, для борща тоже хорошо, для супа и так в салат. Она мне нравится. Это хорошая цена. В Нидерландах выбор вот таких всяких упаковок нарезок очень большой. В Германии, я смотрю, что-то, видимо, не очень популярное. И так, чуть-чуть. А в Нидерландах очень много. Очень. Наверное, немочки все-таки выбирают больше вот такой вот салат. Но это и выгодней. А этот, он быстро растекается. Это так, только сразу на сковородку жарить. А так нет. Либо вот этот. Это сразу употребляешь и все. Но выгоднее, конечно же, купить целиковый салат. И на 2 дня вполне хватает. Салат 1,29. Цены на сыры в Германии дешевле. Вот этот стоит 7 евро 48. Третий 8 евро 60. Но видите, уже другие все разобрали. Только остался один тилзитер. Но он тоже вкусный. Он мне напоминает российский. Вы знаете, вот этот конфитюр уже я брала. Он вкусный, очень вкусный. Вот этот голубичный, отличный. Давайте посмотрим, что я купила. Вот это я купила на 60 евро. Туалетная бумага. Вот эти салфеточки.
Там картошечка, салат, бананы, 3 чесночка, тилзитер, 2 упаковки по 400 грамм, 2 кило морковки, виноград, 1,99. Для собаки 2 баночки вот этого джема, хрен, бачки лимона 99, орехи, тирамису, яйца 18 штук, там сливки, сметана на 10% нежирная, 2 упаковочки масла, паприка и 12 пакетов молока 3,5 жирности по 95 центов. Вот я заплатила. Мы с вами в Лиделе в Германии. Вот такое у нас здесь предложение. Рабат, Вербунг. Вот цены смотрите сами, сравнивайте со своими странами. Но я, конечно же, поздно пришла. Смотрите, уже все разобрано. Фрей 2 штуки за евро, но он у меня есть. Кабачки. Так, огурцы какие-то, они такие не очень аппетитные. Ну, здесь все, конечно, уже видите. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Пусто. К шапошному разбору. О, паприка 1,59. Я, правда, в Алди взяла, но еще возьму. Я ее люблю. Салатом. Салат, я смотрю, вот подорожал. А дешевый, видите, все разобрали. Вот опять все разобрали. Вы посмотрите. Вот обратите внимание, смотрите, вот на каждом пакете очень хорошо они пишут, какие витамины и так далее, где сидит магнезиум, вот витамином Е. Очень хорошо. Либо вот этот, смотрите, омега-3. Тоже омега-3. Видите, вот это вот, конечно, у нас в Нидерландах пока такого нет. Так, это я возьму себе. Как вы видите, сами видите, все кортинг, все разобрано, пусто. Вы посмотрите, пусто. Вот мы только что с вами побывали в Лиделе, в Алде. Итак, что я купила? Для собаки, как всегда, помела одна. Это для уборки. Креветочки. Сыр, бутеркейзе, это ветчина, хлеб, авокадо. Опять у нас шпиц паприка. Чай я его люблю листовой, я не покупаю в пачках. Орешки, это напиток молочный по утрам. Это я всегда беру 2 упаковки индюшки для супа, для борща. И геркулес. А еще вот забыла сыр тертый. И 2 упаковочки крылышков. Не забудьте подписаться на мой канал. Это вам ничего не стоит, а мне будет приятно. Всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Goed, dat gaat heel goed. Ja, goed zo.